Занимательные истории о королях и королевах, их любимчиках и фаворитках, о роскошных балах и рыцарских турнирах, о вероломных убийствах и преданной любви. Хранят в себе стены этих сказочных замков, которыми не перестают восхищаться миллионы туристов. Долина Луары в центральной части Франции – уникальное место на Земле, где сосредоточено несколько сотен, а может быть и тысяч замков. Их точного числа еще никто не подсчитал. Укрепленные замки здесь начали строить в конце Средневековья, во времена Столетней войны, когда по реке Луара проходила граница между армиями французов и англичан. И именно отсюда, из замка Шенон, начался героический поход отряда Жанны д'Арк за освобождение французских земель. После изгнания англичан французы сами отправились на завоевание Италии, и, приглашая итальянских мастеров, французские аристократы и короли перестроили старые замки и возвели множество новых. Одним из первых королевских замков на фундаменте бывшей крепости стал замок Амбуаз. История Амбуаза, как королевская резиденция, началась в конце XV века при Карле VIII, который реконструировал замок и собирался привести в него юную герцогиню Анну Бретонскую, а заодно и присоединить ее герцогство к Франции. Однако Анна, чтобы сохранить независимость, решила выйти за Максимилиана Австрийского. Тот был человек занятой и вместо себя прислал на свадьбу своего товарища. В первую брачную ночь посол Максимилиана с письменной доверенностью в руке оголил ногу, на мгновение сунул Анне под одеяло и, откланявшись, покинул спальню. Возмущенный Карл привел к стенам города Рен, где жила Анна, целую армию, и после 2 месяцев осады она уступила. Они поженились и стали жить в Амбуазе, куда Карл из своего итальянского похода понавез всякого добра, так любимых Анной картин, ковров, мебели и дорогой посуды. Вместе с Карлом приехали также итальянские садовники, которые разбили во дворе замка первый во Франции сад с геометрической планировкой. Этот пришедший из Италии садово-парковый стиль послужил моделью для многих других замков, а впоследствии распространился по всей Европе и стал называться французским. Но вот судьба у человека. Вернулся Карл VIII жив-здоров из Италии, где половина его армии заразилась сифилисом, обустроил семейное гнездышко, оторопился однажды в туалет в верхней галерее замка, ударился головой о дверной косяк и умер. После этого случая короли стали редко жить в Амбуазе. Одно время он даже служил элитной тюрьмой. В конце XVIII века замок перешел во владение семейства герцогов Орлеанских, апартаменты которых в стиле ампир представлены на 3-м этаже. У подножия замка расположился небольшой городок Амбуаз с парой средневековых улочек, всегда заполненными туристами террасами кафе, магазинчиками и сувенирными лавками. В каменных галереях внутри холма, вырубленных при строительстве замка, устроены винные погреба, один из которых вот уже 5 веков
содержит потомственная семья виноделов. Здесь вам проведут бесплатную экскурсию и дегустацию вин, которыми так славится долина Луары. Замок Кло-Люсе находится всего в 15 минутах ходьбы от замка Амбуаз и целиком посвящен Леонардо да Винчи, который по приглашению Франциска I провел здесь последние 3 года своей жизни в должности первого художника, инженера и архитектора короля. В замке представлены интерьеры XVI века, мастерская и библиотека великого маэстро, макеты его изобретений, компьютерная графика и даже голограмма написания Джоконды, самой знаменитой картины Леонардо да Винчи, которую он закончил в Кло-Люсе. Как гласит легенда, Леонардо умер в своей спальне на руках у короля, который его очень любил и даже называл своим отцом, и был похоронен в часовне замка Амбуаз. А его идеи, несомненно, были использованы при строительстве архитектурного шедевра эпохи французского Ренессанса замка Шамбор. Шамбор поражает своими масштабами. В замке 426 комнат, 77 лестниц и 282 камина. Его лесопарк по площади равен Парижу и огорожен стеной длиной 32 километра. Изящные резные орнаменты замка и лепные украшения навеяны богатым убранством дворцов Милана и Тосканы, а десятки больших и маленьких башен с дымоходами и узкими слуховыми окнами, словно сказочный город на крыше, сохранили мотивы средневековой готики, характерные для французского Ренессанса. Такое великолепие мог построить только очень тщеславный человек. И им был Франциск I, который стал королем, женившись на дочери Анны Бретонской. После завоевания Милана Франциск проникся особенной любовью к итальянскому искусству и архитектуре и пожелал увековечить свое имя, построив невиданный доселе замок. Эмблему Франциска I, огненную саламандру, здесь можно увидеть повсюду, даже на потолках и крыше. Красавец по 2 метра ростом, Франциск питал слабость не только к искусству, но и к прекрасному полу. И даже Шамбор построил вблизи поместья своей замужней возлюбленной графини де Тури. Говорят, будто бы центральная винтовая лестница замка позволяла ей посещать короля незаметно для слуг. И действительно, эта лестница выполнена в виде двойной спирали, поэтому тот, кто поднимается по ней с одной стороны, никогда не пересечется с тем, кто спускается с другой. Эту уникальную конструкцию, напоминающую молекулу ДНК, на то время мог спроектировать только гений Леонардо да Винчи. К сожалению, все строительные чертежи были утеряны, поэтому имя архитектора замка осталось неизвестным. Охота во все времена была традицией Шамбора. В богатом дичью Шамборском лесу на окраинах полян сооружено несколько наблюдательных платформ, но чтобы увидеть зверей, нужно, конечно, пораньше проснуться. Сам Франциск не боялся один выходить с рогатиной на кабана,
чем вызывал восторг у своих поклонниц. Умудренный в любовных делах, он выцарапал бриллиантом своего перстня на оконном стекле двустишие: «Красотки лицемерят, безумен, кто им верит». Этот уникальный автограф разбил Людовик XIV, посетивший Шамбор со своей любовницей мадам Лавальер, которой такой стишок пришелся не по вкусу. Победы на полях сражений давались Франциску отнюдь не так легко, как на любовном фронте, и однажды он попал в плен к испанскому королю. Чтобы не платить огромный выкуп за свое освобождение, Франциск вместо себя отправил в испанскую тюрьму своих детей. На прощание мальчиков поцеловала фрейлина их матери Диана де Пуатье. И в тот момент младший из них, 7-летний Генрих, полюбил ее на всю жизнь и, став через 20 лет королем, подарил ей Шинонсо, самый романтический из замков на Луаре. Своим очарованием замок Шинонсо обязан 7 выдающимся женщинам, которые его построили, спасли от разрушения во времена революции и привели в порядок после 2 мировых войн. Поэтому Шинонсо еще называют дамским замком. Заботливая женская рука до сих пор чувствуется во внутреннем убранстве замка, где в каждой комнате вас встречает искусно подобранный букет живых цветов. Самыми известными владелицами замка были Диана де Пуатье, фаворитка Генриха II, изображенная на картине в образе богини охоты, и его жена Екатерина Медичи, которая отобрала у Дианы замок после смерти короля. При Диане на другой берег реки был переброшен каменный мост, а Екатерина построила на этом мосту 2-этажную галерею, где устраивала великолепные балы. Каждая дама посадила также свой сад. Большой сад Дианы слева от входа в замок и справа от входа сад Екатерины. Женившись в 14 лет по политическим мотивам, Генрих II любил только Диану, которая была на 19 лет старше его. Он слушался ее советов и осыпал подарками. А Екатерина всегда была на вторых ролях и только каждый год рожала ребенка, которого потом отдавали на воспитание Диане де Пуатье. Генрих носил цвета Дианы, черный и белый, и еще придумал монограмму, в которой первая буква его имени сплетается с первой буквой имени Дианы, и потом ставил ее везде – на стенах королевских замков, на своем оружии и рыцарских доспехах. Однако в Шинонсо, где стала хозяйничать Екатерина, в этой монограмме буква «Д» выглядит как латинская «Ц», первая буква ее имени, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Диана здесь ни при чем. Но вот случилось то, что 4 годами ранее предсказал Нострадамус. Молодой лев одолеет старого на поле битвы в одиночном поединке и в золотой клетке выколет ему глаза. 2 раны будут, и одна повлечет мучительную смерть. На рыцарском турнире обломок копья молодого графа пробил забрало инкрустированного золотом шлема короля и вонзился ему в глаз. Все усилия докторов оказались тщетными. Через 10 дней неимоверных страданий последнего короля-рыцаря не стало. Екатерина даже не допустила Диану к похоронам и вскоре отобрала замок Шинонсо.
Диана умерла в замке Анне, построенном для нее Генрихом, в возрасте 66 лет. Согласно спектральному анализу, концентрация золота в ее волосах в 500 раз превышала норму. Это говорит о том, что Диана принимала так называемое питьевое золото, которое считалось эликсиром молодости и в конце концов отравило ее организм. Екатерина несколько раз устраивала в Шинонсо праздники для своих сыновей, но сама предпочитала жить в замке Блуа. Замок Блуа расположен на холме посреди одноименного города и имеет 4 разных по архитектуре крыла, которые образуют квадратный внутренний двор. С вершины холма, за остроконечными шпилями церквей, виднеется река Луара. Над входом в замок красуется конная статуя Людовика XII, второго мужа Анны Бретонской, при котором было построено крыло из красного и белого кирпича. Его эмблема, стреляющий иглами дикобраз, вместе с инициалами Людовика и Анны Бретонской, часто встречается на фасаде и в интерьерах этой части замка. Большой готический зал для собраний и приемов короля сохранился еще от старой средневековой крепости. В центре белокаменного крыла замка, построенного Франциском I, со стороны двора выделяется великолепная винтовая лестница в стиле Ренессанса, украшенная статуями, итальянскими орнаментами и барельефами огненной саламандры вместе с буквой F, эмблемы Франциска I. Двор замыкает крыло герцога Орлеанского в классическом стиле середины XVII века. В долине Луары замок Блуа был главной резиденцией французских королей, но в особенности он стал свидетелем интриг и кровавых драм во времена Екатерины Медичи. В ее кабинете за деревянными стеновыми панелями скрывался потайной шкаф, где Екатерина хранила свои яды. В замке Блуа выросли ее дети, ставшие по очереди королями. Болезненный Франциск, виновник кровавой резни в Варфоломеевскую ночь неуравновешенный Карл и ее любимый младший сынок Генрих. Последнего, впрочем, политика интересовала меньше всего. Он душился, завивал волосы, носил сережки и любил не только женщин, но и мужчин. С большой неохотой он уезжал в Краков, где поляки, видимо, желая приобщиться к европейским ценностям, избрали Генриха своим королем. Однако через год умер его старший брат, и для него освободилась вакансия короля Франции. Генрих закатил в Кракове грандиозный пир, заверил шляхту, что он с Польшей навсегда, и той же ночью сбежал домой, бросив поляков на произвол судьбы. Став королем Франции, Генрих III большей частью устраивал балы, для которых сам же и шил себе костюмы. Легкомысленное поведение короля настроило против него католическое духовенство, и в Париже запахло восстанием. Протестами руководил претендент на престол и глава католической лиги герцог де Гиз. И Генрих не придумал ничего лучше, как пригласить его в замок Блуа и вероломно убить. Накануне трагедии Генрих очень тепло встретил герцога, спустившись во двор замка по центральной винтовой лестнице. На следующее утро де Гиза вызвали в покое короля на 3-м этаже замка, где его уже ждали убийцы. Когда все было кончено, Генрих пнул труп герцога ножкой и с издевкой произнес: «Ох, какой же он большой! Мертвый он кажется еще больше, чем живой».
В эти минуты этажом ниже, в спальне королевы, с воспалением легких лежала Екатерина Медичи. Ее личный астролог предсказал, что она умрет возле Сен-Жермена. Поэтому она боялась жить в Лувре, рядом с церковью Сен-Жермен-Ле-Серуа. Когда Екатерине стало совсем плохо, позвали священника. После исповеди она спросила его имя. «Сен-Жермен», — ответил священник, и в ту же ночь она умерла. А через полгода возмездие настигло и самого Генриха III, которого заколол кинжалом монах из католической лиги. Никаких наследников он, конечно, не оставил, бесславно оборвав династию королей-рыцарей и строителей сказочных замков. Замок Шеверни уже несколько веков принадлежит семейству маркизов де Вибре, которые лучше, чем в других замках, сумели сохранить великолепные интерьеры с уникальной коллекцией старинной мебели, картин и гобеленов работы французских мастеров. Как выглядит современный маркиз, можно увидеть на фотографиях у входа в замок. А это подвенечное платье его жены. Хотя в Шеверни никогда не жили короли, в замке по традиции есть королевские апартаменты, на случай, если король пожелает здесь остановиться. И не надо удивляться таким коротким кроватям. Просто раньше было принято спать полусидя, полулежа на высоких подушках, чтобы кровь не приливала к голове, и чтобы во сне, не дай бог, не проглотить язык. Шеверни вот уже более 100 лет ежедневно открыт для посетителей. И визит английской королевы-матери в 1963 году стал для замка выдающимся событием и настоящим апофеозом аристократии. Потомки трехцветных англо-французских гончих, встречавших английскую королеву, содержатся тут же на псарне. Их регулярно тренируют к сезону охоты на оленей в лесу Шеверни, когда они за один выход пробегают до 40 километров. На территории замка разбит также красивый ландшафтный парк с вековыми липами и прудом, заселенным черными лебедями. Копии 40 самых красивых замков долины Луары в масштабе 1 к 25 представлены в парке «Замки в миниатюре» рядом с городом Амбуаз. И после посещения этого парка, кто знает, может быть, вам захочется увидеть и другие замки в натуральную величину.